Привет, друзья! Сегодня у меня для вас мой самый любимый рецепт торта Наполеон. Какой же он получается вкусный, нежный, не приторный и не сухой. А запах, сливочный запах этого торта просто сводит с ума. Но главное, слоеное тесто для этого Наполеона я делаю буквально за 5 минут. И коржи выходят очень слоеные. И крем у меня не классический, а с моими небольшими дополнениями, которые делают вкус торта просто невероятным. И если я вас заинтересовала, подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы не потерять это видео. А мы начинаем готовить. Количество ингредиентов для теста и крема я брала в двойном размере, чтобы у меня получился большой торт. Размер моего торта 24 на 33 сантиметра, а высота торта 6 сантиметров. Ну и сразу делаем тесто. Выкладываем в чашу творог. Чтобы тесто получилось хорошо слоеным, творог должен быть не перекисший, сухой и рассыпчатый. У меня творог 9% жирностью. Теперь выкладываем в чашу с творогом сливочное масло, добавляем щепотку соли и буквально третью часть чайной ложки соды. Много соды добавлять нельзя, выпечка может сначала сильно подняться, а затем опасть и плохо слоиться. И тщательно все перемешиваем в однородную массу. Добавляем просеянную муку прямо в чаше, замешиваем тесто. Муки добавляем столько, чтобы тесто было мягкое, но уже не липло к рукам. Если муки будет мало, то тесто при выпекании поплывет и не будет слоиться, а если много, не будет таким нежным. Убираем тесто в целлофановый пакет и в холодильник хотя бы на полчаса, но можно его убрать и на ночь, а на следующий день уже выпекать. И теперь делаем крем. Сразу ставим кастрюлю с молоком на плиту закипать. Одновременно на сковороде, сухой сковороде, обжариваем муку до кремового цвета. Наверное, лучше сказать не обжариваем, а подсушиваем муку. Благодаря этому вкус крема делается намного интереснее. Теперь выкладываем эту муку в чашу, добавляем сюда же ванилин, щепотку соли, сахар и хорошо все перемешиваем. Теперь вбиваем сюда яйца и перемешиваем до абсолютно однородного состояния. Когда молоко закипит, добавляем несколько половников горячего молока в эту смесь и размешиваем. А теперь выливаем получившуюся смесь в кипящее молоко. На маленьком огне доводим массу до появления первых бульков и загустения. Накрываем получившийся крем пищевой пленкой в контакт и оставляем до полного остывания. Ну и теперь настало время делать коржи. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, обминаем его и делим на части. Я разделила тесто всего на 7 частей, потому что буду делать большой торт. Берем одну часть теста и начинаем раскатывать в тонкий корж. Остальные части теста лучше убрать пока в холодильник. Я раскатываю корж сразу на бумаге для выпечки. Раскатывать тесто нужно очень тонко, толщина коржа должна быть буквально 1–1,5 мм. Я сразу обрезаю корж по форме. Как вы понимаете, торт может быть и круглой формы. Обязательно накалываем корж вилкой по всей площади. Выпекаем корж в духовке, разогретой до 200 градусов, до золотистого цвета. Это примерно 4–5 минут. За это время я успеваю раскатать следующий корж. Готовые коржи легко снимаются с бумаги для выпечки, и на ней можно раскатывать очередной корж. Из обрезков теста у меня получился еще один 8-й корж. Готовые коржи, пока они не остынут, друг на друга не складываем. Коржи получаются очень слоеные, причем без всяких сложных заморочек с тестом. Как видите, у меня получился один не очень удачный корж, его я и раскрошу для обсыпки торта. И теперь нам необходимо доделать крем. Берем размягченное сливочное масло, добавляем к нему вареное сгущенное молоко и немного взбиваем их миксером. Вареная сгущенка также делает вкус крема отличным от классического варианта и, на мой взгляд, более интересным. После этого частями добавляем остывший заварной крем. Обращаю ваше внимание на то, что масло и заварная часть должны быть одной температуры. Если крем будет сразу из холодильника, масло может отслоиться. И вот таким кремом мы будем промазывать наши коржи. Собираем торт, как обычно, чередуя корж-крем.
Крема я кладу много, чтобы торт получился не сухой. У меня крема как раз хватило на данное количество коржей. Если у вас получились все коржи идеальны и вам жалко крошить корж на крошку, то для обсыпки торта можно использовать печенье слоеные ушки. Обсыпаем торт крошкой сверху и по бокам и убираем в холодильник настояться. И если бы вы знали, какой сливочный аромат стоял на кухне, а затем в холодильнике от этого тортика. О нежности и вкусе этого Наполеона я даже и говорить ничего не буду. Приготовьте и сами увидите, какая это прелесть. Надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Жду ваших комментариев. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита. Пока-пока!